Друзья мои, наступила осень, тыква созрела. Осенью особенно становится актуально блюдо из тыквы, и все начинают готовить различные каши, торты, пудинги, коптейки. Друзья, приветствую вас на канале Записки пользователя, или вы гениальный кулинар. Меня зовут Пулихерия. Если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. И не забывайте ставить лайки. Сегодня мы с вами приготовим блюдо, которое любят все, даже те, которым тыква не нравится. Мы с вами приготовим тыквенно-апельсиновый бисквит. Это удивительно вкусный, обладающий волшебным ароматом, мягкий, влажный, легкий, воздушный, совершенно не требующий пропитки и самодостаточный бисквит. Его можно использовать как самостоятельный десерт. Попробуйте, и вы станете его поклонником навсегда. Для приготовления бисквита нам понадобится 5 яиц категории S1, 180 грамм муки, 180 грамм тыквенного пюре, 1 апельсин, сахара 210 граммов. В сахар добавьте ванилин или ванильный сахар. Если вы используете ванильный сахар, то уменьшите количество сахара на количество ванильного сахара. Всего должно быть 210 грамм сахара. Разрыхлителя нам надо 1,5 чайной ложки. Лимонная кислота 1/4 чайной ложки. Соль 1/3 чайной ложки. Масло, виноградные косточки или другое растительное масло без запаха 40 мл. Приступаем, и сейчас я вам покажу, как сделать тыквенное пюре. Тыкву разрезаем на несколько частей, не очень мелких. Убираем семена, тыкву выкладываем на противень и ставим в духовку и выпекаем при температуре 180 градусов Цельсия. Ставим тыкву в духовку, выпекаться она будет от 40 минут до 1 часа. Тыква испеклась, у меня запекалась всего 40 минут. А сейчас мы берем тыкву, срезаем кожуру и прям ложкой выбираем ее, потому что сверху у нас корочка немножко запеклась. Вот она такая мягкая. И так поступаем мы со всеми кусочками. Очистили тыкву и пробиваем ее блендером и делаем пюре. Тыквенное пюре готово. Вот такая у него консистенция. И вначале мы с вами натираем цедру от 1 апельсина. Без белой части. Белая часть нам не нужна. Итак, добавляем цедру апельсина в тыквенное пюре. А из апельсина мы выдавливаем сок. Теперь добавьте его в тыквенное пюре. 3 или 4 столовые ложки. Я добавлю 4 столовые ложки. Теперь, друзья, отделите белки яиц от желтков. Разбейте их в раздельные чаши. Белки добавьте лимонную кислоту. В желтки добавляйте половину сахара. Остальной сахар вы оставляйте для белков. Но пока в белки не добавляйте сахар. Желтки мы взбиваем до полного растворения сахара. Вот до такого состояния мы должны первоначально взбить белки. И теперь можно по 1 ложке добавлять сахар, взбивающись белки. И белки взбиваем до устойчивых стойких пиков. Желтки мы взбили до полного побеления и растворения сахара. Теперь мы вливаем масло растительное и промешиваем миксером на невысокой скорости. Мешав масло, мы добавляем желтки яиц, тыквенное пюре, в которое уже добавлена цедра апельсинов. А затем добавляем апельсиновый сок. И также миксером промешиваем на низкой скорости. Друзья мои, теперь муку надо перемешать с сухими ингредиентами. Это соль и разрыхлитель. И частями просеивать в тыквенное пюре желтками. И вмешивать его осторожными складывающими движениями сверху вниз. Итак, мы вмешиваем всю муку. Друзья, белки взбили до стойких пиков. Переворачивайте чашу, и белки у вас не выпадают. Это говорит о том,
что у вас стойкие пики. Теперь белки мы вмешиваем по одной большой ложке, вот такой, и осторожными складывающими движениями вмешиваем в тесто, стараясь не осадить белки. Вот так же осторожно мы вмешиваем все белки. Далее нам потребуется форма диаметром 20 сантиметров. Смазывать ее не надо, а на дно надо положить кружок из пекарской бумаги. Перекладываем бисквитное тесто в форму. Духовку разогреваем до температуры 160 градусов Цельсия. Время выпекания 45 минут. Это среднее время выпекания. И зависит оно от особенностей вашей духовки. Теперь ставим бисквитное тесто в духовку. Готовность проверяем на сухую зубочистку. Друзья мои, вот наш бисквит. Теперь он немного остынет в форме в кулинарном кольце, а потом мы его раскроем и будем охлаждать с решетки. У меня этот раз он выпекался 55 минут. Друзья мои, посмотрите, 8 сантиметров в высоту. Не растрескался, получился абсолютно ровный, шапочки практически нет. Очень мягкий, нежный и воздушный. Сейчас мы его охлаждаем на решетке. Перевернув вверх дном, мы выпекли еще один бисквит. Он получился высотой 11 сантиметров. Охлаждаем их на решетке. Когда они остынут, заворачиваем их в полиэтиленовую пищевую пленку и отправляем для стабилизации в холодильник на 4-6 часов. И уже завтра я вам покажу бисквит в разрезе. Друзья мои, бисквит стабилизировался, и я его разрезала на 4 коржа. Посмотрите, какой красивый разрез. Бисквит у нас получился очень мягкий, нежный, упругий, пружинистый и влажный, и шелковистый. И у меня еще остался один бисквит, который высотой 11 сантиметров. Друзья мои, сочетание тыквы и апельсина уже давно стало классикой. Эти два продукта дополняют друг друга. Это самое удачное сочетание. Удачно подобранные ингредиенты. Это один из самых вкуснейших и ароматнейших бисквитов. И не обязательно из него даже готовить торт. Просто, как самостоятельный десерт, кофе, чаю он великолепно подходит. Бисквит украсит ваш стол не только своим волшебным ароматом, великолепным вкусом, но удивительно ярким и радостным цветом. Цветом осенних листьев, цветом осени. Этот бисквит с изысканным вкусом не требует никакой дополнительной пропитки. Очень долго не черствеет и сохраняет свою свежесть на много дней. Готовится он совершенно несложно. Видите, какая удивительная красота получилась. И у вас она обязательно получится, потому что вы гениальны. Обязательно смотрите следующее видео, одно из следующих видео, потому что мы с вами приготовим из этого ароматного, необыкновенно вкусного бисквита торт. Друзья мои, если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых интересных видео. Делитесь этим видео со своими друзьями и в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам желаю успехов во всех ваших творческих начинаниях. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! С вами была Пульхерия. До новых встреч, друзья. Пока-пока.